Привет, мои творческие друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня цель видео, которое я хочу вам предложить, это научить вас круто тонировать свои фотографии. По крайней мере, вы увидите один из способов и поймете, как это легко и просто. Работать мы с вами будем вот с этим изображением и с цветовым кругом. Цветовой круг у меня открыт Photoshop. Если у вас такого цветового круга нет, обязательно посмотрите видео по ссылке, которая будет сверху. Скачайте себе такой цветовой круг и используйте его в своем творчестве. Итак, друзья, как вы знаете из моих прошлых видео, что существует некая цветовая схема и определенное сочетание цветов, которое дает либо гармонию, либо дисгармонию. И если мы с вами посмотрим на эту фотографию, то спросим себя, какие здесь вообще присутствуют цвета. Давайте посмотрим. Итак, у нас с вами есть, как мы его видим, и называем зеленый цвет, потому что это зелень. На самом деле это не зеленый, это желтый. Но к этому мы обратимся немного позже. Дальше у нас на фотографии присутствует, конечно же, оранжевый цвет. И есть немного красно-оранжевого цвета. И есть совсем немного такого бледно-желтого, который мы видим с вами вот на этом здании. И немного здесь. Теперь давайте с вами откроем цветовой круг. Те цвета, которые мы с вами перечислили, они находятся все в одной цветовой гамме. И вы, наверное, скажете, что было бы неплохо выбрать следующую цветовую схему. То есть мы выбираем аналоговую гармонию. Вот они, собственно, наши цвета находятся в этом сегменте. И первым делом напрашивается вывод, что именно такая цветовая схема и должна быть. Но давайте вернемся к нашей фотографии. Как мы знаем, черный цвет, который у нас находится вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть много где. Так вот, черный цвет у нас является нейтральным цветом, и он в цветовой схеме не присутствует. Но здесь этот цвет занимает столько много места, что было бы глупо его не использовать. И если мы с вами обработаем эту фотографию в аналоговой цветовой схеме и оставим с вами только лишь красные, желтые, оранжевые оттенки, то фотография не будет смотреться так эффектно, как если бы мы с вами использовали цвета-антагонисты. То есть те цвета, которые находятся на разной стороне цветового круга. И давайте мы с вами сделаем вот что. Давайте вернемся снова к нашей схеме. Давайте мы выберем с вами альтернативную гармонию. Итак, у нас с вами присутствует на фотографии немного желтого цвета, чуть больше оранжевых и красно-оранжевых оттенков, и совсем мало может быть где-то попадать красный цвет. Так как желтого мало, давайте мы не будем его рассматривать. Давайте мы уведем нашу цветовую схему вот в этот вот сегмент. И давайте мы акцент сделаем на ярко-оранжевом цвете. И противоположным цветом будет выступать вот такой вот красивый циановый цвет. Но где же его взять, спросите вы, если его там нет? Давайте еще раз вернемся к нашей фотографии. Так вот, этого цвета, конечно, у нас здесь нет. Но у нас есть черный цвет, которому мы можем придать легкий, еле заметный циановый оттенок, и который возьмет на себя как раз ответственность быть тем самым противоположным цветом, вот этому яркому оранжевому цвету, который здесь превалирует. И давайте с вами приступим к обработке, и параллельно по ходу я буду, излагать свои мысли, как бы я рассуждал сам при обработке фотографии, как бы я хотел бы получить какую-то цветовую схему, цветокоррекцию, ретушь, чтобы фотография выглядела эффектно, красиво, современно. И чтобы она цепляла глаз зрителя не только своей композицией, а ради этого я свою малышку поставил аккуратненько по центру, но и чтобы эта фотография радовала зрителя своим цветом, своим цветовым решением, своей тонировкой. А для тех, кто не хочет обрабатывать вместе со мной, но хочет получить пресет такой обработки, вы можете его скачать по ссылке, но ссылка будет под паролем. Пароль разбит на две
части, поэтому видео смотрите внимательно. Выскочит две подсказки. В первой подсказке будет две первые цифры пароля. Во второй подсказке оставшиеся две цифры пароля. Пароль будет состоять из 4 цифр. Получив цифры из пароля, вы можете легко сложить пароль целиком и забрать пресет по ссылочке. И да, фотографию, с которой мы с вами сегодня будем работать, вы сможете скачать по ссылке под видео. Ну а теперь поехали. Итак, мы с вами в Lightroom. Я открыл только те инструменты, которыми мы будем с вами пользоваться. Давайте мы первым делом с вами кликнем «Удалить хроматические аберрации», «Включить профиль коррекции». И мы закроем эту вкладочку, мы ей пользоваться больше не будем. Фотография немного не резкая за счет того, что здесь очень сильный кроп. Обратите внимание, вот такой вот. Но мы сегодня говорим не про резкость, мы сегодня говорим про цветовую схему обработки. Итак, давайте приступим. Первым делом, конечно же, базовые настройки. Нам нужно получить эту фотографию более интересную по световой теневой схеме. Первое, что мы делаем, это убираем цвета. На ярких дневных фотографиях я, как правило, убираю в минус 100. Но вот когда фотография снята в такой пасмурный день, я думаю, что где-то минус 80 будет вполне достаточно. Теперь тени. Тени я поднял бы до 90. Вот у нас проявилась вся информация в тенях. Мы видим буквально каждый пиксель. Нам этого и нужно от нашего изображения. Теперь давайте подровняем экспозицию. Посмотрим, как она будет выглядеть, если бы мы сделали ее потемнее. Ну, тут уж совсем какой-то вечер получается. Я все-таки сделаю ее чуть-чуть поярче. Иногда можно ориентироваться на гистограмму. Пики гистограммы должны стоять ровненько, как гора Эльбрус. Если вы будете заваливать экспозицию влево, то она у вас будет, соответственно, наклоняться. Если будете заваливать вправо, то она также будет наклоняться. Поэтому золотая середина – это когда пики ровненькие, стоят вертикально, но это не самое главное. Самое главное – это, конечно же, изображение. Поэтому гистограмма для вас – это только как ориентир, если вы сомневаетесь. Но все-таки в первую очередь вы смотрите на свое изображение. Для более тонких настроек можно кликнуть вот в этот квадратик и просто стрелками подобрать то значение экспозиции, которое будет наиболее оптимальным. Как мне кажется, для этой фотографии оно вот в таком параметре. Все, нажимаем Enter. Замечательно. Теперь давайте поработаем над точкой белого и точкой черного. Я буду выставлять их на глаз. Черный я поставлю где-то вот порядка минус 45. У меня черный не ушел в тень, но он стал, скажем, такой благородный, темный. Теперь точку белого. Если мы будем двигать вправо, мы с вами будем повышать контрастность изображения. А если влево, то получать более такую кинематографичную картинку, где белый цвет не выбивает глаз. Давайте немного поэтому понизим. Минус 15 для этого изображения будет вполне достаточно. Немножко добавим текстуры. Я значение могу вбить просто руками. 15 будет достаточно. Десяточка на четкость. И теперь давайте насыщенность мы уберем где-то примерно на минус 30. И повысим сочность, это даст нам насыщенность в средних тонах, и наши цвета при этом не будут полыхать. Можно даже побольше, вот где-то порядка вот 40. Вот, плюс 41, на этом я остановлюсь. Так, замечательно. Двигаемся дальше. Давайте мы закроем основные настройки. Возможно, мы к ним вернемся, но не факт. Поэтому здесь они нам пока не нужны. Теперь я перейду в канал RGB. Добавлю немного контрастности изображения. Зафиксирую среднюю точку. Средние тона я очень редко трогаю. Теперь давайте мы темные тона опустим немного вниз. Совсем чуть-чуть. Информация в тенях не должна теряться. А самую верхнюю точку белого опустим еще немного вниз. Нам нужна кинематографичная картинка, где белый не выбивается. При этом у нас падает контрастность. Мы в средних светлых тонах можем слегка приподнять значение. Вернуть его вот в эту крестовинку. И самую нижнюю левую точку, точку черного, немного приподнять. Это придает теням такую легкость, бархатистость. И контраст при этом не выглядит жестким. То, что и нужно. Если вы считаете, что темные слишком завалены, можно еще поелозить точку в средних тонах. Пожалуй, вот так будет достаточно. Так, идем дальше. Давайте перейдем в панель HSL.
Теперь поработаем с цветами. Итак, нам нужно усреднить наши цвета. Для чего мы это делаем? Давайте посмотрим на нашу цветовую схему. Как вы видите, основной цвет у нас красно-оранжевый, его антагонист циановый. И по бокам у нас соседние цвета возле красно-оранжевого цвета — это красный и желто-оранжевый. Вот этих цветов очень мало. И поэтому мы эти цвета все будем приближать ближе к этому цвету, к оранжевому, для того, чтобы он у нас играл основную роль. Для того, чтобы наша цветовая схема имела основные цвета, а вспомогательные дополнительные цвета, чтобы при этом не бросались в глаза. Итак, красный мы перетаскиваем в сторону оранжевого, где-то примерно плюс 30. Оранжевый в сторону красного, минус 15. Желтый в сторону оранжевого. Желтый у нас заметен вот здесь. Давайте я сделаю покрупнее. Вот видите, так у нас желтый уходит в зелень. А так у нас желтый приближается ближе к оранжевому цвету. Нам нужно получить как раз вот такой вот эффект, чтобы желтый имел оранжевые оттенки. Далее у нас есть зеленый. Изумрудный зеленый нам не нужен. Вот он проявляется у нас вот на этих кустах. Поэтому зеленый мы выводим в сторону желтого. Ну, где-то примерно, наверное, на 50. Я сейчас смотрю на эти кустики, чтобы цвет у меня сравнялся вот с соседним, где больше желтого цвета. Аквамариновый и синий у нас здесь совсем немного. И давайте мы сделаем таким образом, чтобы приблизить этот цвет ближе к циановому. То есть мы аквамарин уводим в правую сторону, в сторону синих оттенков, где-то примерно на 60. А синий вводим наоборот в левую сторону, в сторону аквамарина. Где-то примерно на 35. Вот у нас в тенях уже стал появляться вот такой вот циановый оттенок. Так, теперь у нас есть пурпурный. Мы уведем его в сторону синего на минус 50. И мадженту. Мадженту в сторону красного. Где-то примерно на 60. Дальше мы убавим красный. Немного. Минус 10 будет достаточно. Оранжевый чуть-чуть прибавим. Желтый понижаем. Смотрим вот на эти кустики. У нас он не должен исчезнуть. Нам не нужен вот такой вот стальной желтый цвет. Нам нужно, чтобы он присутствовал, но был еле-еле заметен. Это где-то минус 70. И то же самое делаем с зеленым. Вот. И сейчас у нас эта область сравнялась по цвету, по насыщенности и по тональности. Итак, именно на этой фотографии у нас практически отсутствует небо, за исключением того, что вот такое легкое свечение. Нам от этого нужно избавиться, поэтому давайте мы аквамариновый и синий цвет уберем полностью в минус 100. Получим вот такую нейтральную серую картинку, которую дальше мы будем дорабатывать и тонировать. Поэтому сейчас пока не обращайте внимания, что цвета эти исчезли. Пурпурный маджента мы также убираем полностью в минус 100. Все, в панели HSL мы работу закончили. Мы можем к ней вернуться, но пока я там не вижу, что нужно еще сделать. Теперь давайте вернемся к нашей тонировке. Итак, вот мы получили с вами нейтральный серый и черный цвет. И теперь давайте мы в него будем добавлять по нашей цветовой схеме тот самый красивый циановый оттенок. Итак, мы выбираем красный канал. И давайте посмотрим, если мы будем тянуть линию вверх, то мы получаем вот такой вот красный цвет. А если будем тянуть вниз, то будем получать тот самый циановый оттенок. Но нужен ли он нам в светлых областях? Конечно же нет. Поэтому мы с вами закрепляем среднюю точку. Закрепляем среднюю точку в светлых тонах. И закрепляем вот здесь еще средние точки. Мы должны обездвижить нашу кривую в светлых областях. Я аккуратненько подгоняю, делаю ее ровной, чтобы она не изменяла оттенок светлого. Теперь мы работаем только со средними и с темными областями. И давайте теперь вот эту кривую подвинем немного вниз. Мы сразу с вами в тенях получили такой красивый циановый оттенок. Давайте его зафиксируем. Сделаем посильнее в средних тонах и посильнее совсем в темных тонах. Вот у нас получилась вот такая вот кривая. Давайте посмотрим, что будет, если мы вообще уберем значение тоновой кривой.
Вот так без тоновой кривой. Вот так с тоновой кривой. Но такой цвет в средних и темных участках, согласитесь, смотрится некрасиво. И не только некрасиво, но еще и неестественно. Поэтому мы будем этот цвет разбавлять другими красками, но при этом он сохранит свои легкие циановые оттенки. Итак, мы переходим в следующий канал. Зеленый. Давайте посмотрим теперь, что нам дает зеленый цвет. Двигаем вверх. Получаем желто-зеленый цвет. Двигаем вниз. Получаем фиолетовый цвет. Нужен ли нам зеленый и фиолетовый в светлых областях? Конечно же нет. Поэтому мы делаем то же самое. Фиксируем кривую, которая отвечает за светлые области. Теперь ставим точку в средних тонах и тянем немного вниз. Давайте добавим посильнее, пока не появится фиолетовый. Сейчас мы, по сути дела, циановый смешали с фиолетовым цветом. Но фиолетового гораздо больше. Вот нам необходимо фиолетовый увести в минус настолько, чтобы получить красивый цвет, но без явного циана. То есть мы эти цвета должны уравновесить. Я двигаю назад, пока не исчезнет фиолетовый. И вот как только он у меня исчез, я убираю мышку. Ну, что скажете теперь? Теперь у нас здесь остался практически черный цвет. Но при этом черный цвет приобрел красивые циановые оттенки, которые глазу практически незаметны. И это все смотрится достаточно гармонично. Но это еще не все. Давайте мы посмотрим, какое изображение без тоновой кривой, какое с тоновой кривой. Двигаемся дальше. Переходим в синий канал. Давайте линию потянем вверх и влево. И мы с вами видим преобладание синего цвета. Теперь вниз. И наша фотография становится желтой. Нужен ли нам желтый в тенях? Нет, не нужен. Нужен ли нам желтый в светлых оттенках? Немного нужен. Вспоминаем нашу схему. Поэтому давайте мы с вами закрепим центральную точку. В светлых областях линию выгнем слегка вверх. Совсем чуть-чуть. И совсем в темных участках добавим немного синего. Возьмем самую нижнюю точку и потянем ее вверх. Совсем чуть-чуть. Дальше перейдем к средней точке. Поднимем тоже вверх, но совсем немного. Вот этого будет достаточно. Итак, давайте посмотрим, что у нас было без тоновой кривой и с тоновой кривой. Закроем тоновую кривую, закроем HSL. Давайте посмотрим, какая фотография изначально была и что в итоге мы получили. Ну, как вам разница? Я бы сказал, что на моей получившейся фотографии очень сильно увеличился контраст. Это всегда происходит, когда мы работаем в каналах в тоновой кривой. Что нам с вами необходимо сделать? Давайте мы вернемся в основные настройки, возьмем точку черного и подвинем ее немного вправо. Мы добавим информации в темных участках. И вот так фотография смотрится намного интереснее. Теперь давайте усилим эффект нашего тонирования. Закрываем основные. Переходим в раздельное тонирование. Цвета вручную выставляем на 38. Цветовой тон на 220. 220 вольт, легко запомнить. И теперь давайте посмотрим, что будет, если мы поднимем насыщенность. И мы с вами видим тот самый оранжевый цвет в цветах. И если мы поднимем насыщенность в тенях, мы с вами видим тот самый насыщенный циановый. Но такая фотография, конечно же, никуда не годится. Поэтому в раздельном тонировании мы с вами усилим значение, которое мы получили в тоновой кривой, но только сделаем это настолько незаметно, что глаз зрителя будет это видеть подсознательно. Он будет воспринимать эти цвета, но он не будет их видеть так явно, как сейчас вот в данном случае. Поэтому мы насыщенность в тенях ставим 5. А насыщенность в цветах ставим 7. Пожалуй, этого достаточно. Закрываем раздельное тонирование. Фотография уже получилась достаточно неплохая. Но вот, например, в художественных фильмах я обратил внимание, что там в кадре изображение оно немного теплое. То есть у нас сейчас изображение нейтральное. Давайте мы просто возьмем, откроем основные и температуру баланса белого подвинем немного вправо. Вот так вот будет вполне достаточно. Ну что, давайте посмотрим, какое изображение было.
какое стало. Разительная разница, не правда ли, да? При этом мы с вами продолжаем видеть все тот же самый черный цвет, но мы с вами практически не замечаем желтый, практически не замечаем синий. У нас с вами основной цвет это красно-оранжевый, и его противоположный друг циановый, который имеет у нас темные оттенки и еле-еле заметен глазу. Что еще не хватает этой фотографии? Ну, конечно же, виньетки. Итак, давайте мы закроем все, оставим только инструмент эффекты, который нам поможет сделать виньетку. Значение сдвигаем немного влево. У вас там будет стоять по центру вот так вот. Вот, поэтому вы сделаете центральную область полностью уведите влево. Округлость полностью уведите вправо. Растушевку полностью уведите вправо. Все, больше ничего не трогайте. Теперь берем значение и смотрите, что мы сделаем, когда мы делаем с вами виньетку. Она распространяется очень равномерно по краям изображения, не имеет четких краев и практически еле заметно глазу. Я поставлю значение на 15. Но теперь мне не совсем нравится центральная область. Она, мне кажется, что немного засвеченная. Поэтому я беру радиальный фильтр. Сброшу пока все настройки. Я буду работать вот с этой центральной областью. Итак, что я делаю с радиальным фильтром? Цвета полностью увожу влево, а тени осветляю. Дальше я еще добавлю текстурки 15, четкости 5 и резкости 20. Я добавлю совсем чуть-чуть насыщенности 3, а экспозицию уведу на один шаг вниз. Теперь давайте посмотрим, что дал нам эффект радиальный фильтр. Итак, наводим вот сюда и кликаем «Выключить радиальный фильтр». Вот так без радиального фильтра и вот так с ним. Нажимаем Enter. Еще раз Enter. Открываем базовые основные настройки и немножко поработаем с контрастностью. Я сделаю снимок менее контрастным, убавлю на минус 10. Цвета я сделаю еще немного потемнее, где-то примерно, наверное, на минус 80. А информацию в тенях все-таки чуть-чуть добавлю, 95-96. Еще мы можем поработать с резкостью. Переходим в детализацию. Увеличиваем значение резкости до 50. Здесь этого будет достаточно. И можно перейти в виньетку, добавить немного зерна. Поставить 7. Размер зерна сделать покрупнее 35. А неровность 75. И вот такую интересную кинематографичную картинку мы с вами получили. Кому-то такая тонировка нравится, кому-то, может быть, не нравится. Это дело вкуса. По мне, так такое изображение достаточно стильное, выполнено в жанре фильмов Гая Ричи. И давайте сравним было-стало. Итак, слева, соответственно, вот такое изображение у нас было до обработки. Блеклое, неказистое, непонятное. И что в итоге мы с вами получили. На этом, друзья, все. Если видео вам понравилось, обязательно жмите палец вверх. Если не понравилось, жмите палец вниз. Если не подписаны, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующее полезное и интересное видео. Желаю вам интересных сюжетов, интересных мгновений, шикарных кадров и восторженных зрителей. До новых встреч!